Привет, это CarX Tutorials. В этот раз у нас кое-что необычное. Игра CarX Drift Racing 2 уникальна тем, что дает игрокам по максимуму реализовать свои задумки как в плане стайлинга, так и в плане тюнинга. И так уж повелось, что настройки от Teneo часто сравнивают с настройками от одного известного ютубера под ником Bugs. Поэтому сегодня сравним мои настройки и его. Бытует мнение, что настройки Багса лучше подходят для набора очков в одиночной игре, а настройки Teneo лучше для парных заездов. Во втором утверждении я не сомневаюсь, а вот насчет первого давайте посмотрим. Очевидно, что у нас разный подход к настройке, и здесь мы не будем рассуждать категориями лучше или хуже. Наша задача просто убедиться в том, что настройки от Teneo отлично подходят и для парных заездов, и для набора очков в одиночной игре. Давайте же сейчас попробуем это выяснить. Поехали! Перед тем, как делать этот выпуск, я поинтересовался у вас, на какой трассе и какие машины тестировать. Ваш выбор пал на Питер с машиной Nissan Skyline R32, и на Сан-Полеса мы проедем на машине Nissan 180 SX. Также я решил протестировать Nissan GT-R в мультиплеере. Начнем с Nissan Skyline R32 под игровым псевдонимом Godzilla R2. Сначала пойдем в мастерскую, возьмем настройки от Багса. И чтобы вам было интереснее, давайте я также куплю ливрею. Так будет лучше видно, где какие настройки. Итак, идем на Питер, первый конфиг на настройки Багса, и я включаю музыку и посмотрим заезд. Как мы видим, вышел очень хороший заезд. Я старался проехать максимально ровно и красиво. Ехать при таком Акермане для меня довольно сложно. К слову, многие адепты настроек в таком стиле говорят, что у меня неправильная настройка и не соответствует реальности. Но уж извините, я не видел дрифт-болиды на таком сильном развале сзади как минимум. Это больше похоже на стенс, который не имеет отношения к дрифту вообще. Если говорить о реальности, то в реальном дрифте стоит задача набрать максимально возможную скорость на постановке. Также, если пилот по всем параметрам быстрее проходит конфиг, то преимущество на его стороне. Тем же принципам я стараюсь следовать в игре. Окей, теперь пришла очередь проехать на настройках от Teneo. Все то же самое, выбираем Питер, первый конфиг и вперед. Давайте насладимся заездом. Хороший получился заезд, и результаты вы видите сами. Что же, получается, что на настройке от Teneo тоже можно проехать отлично и набрать кучу очков. При этом обратите внимание на поведение машины.
Тачка едет в быстром темпе, отлично берет все углы. В двух словах скажу, что так как есть хороший зацеп, можно не бояться входить в углы на большой скорости. Если зацеп сильнее, чем нужно, понижаем передачу. И машина в целом настроена так, что она поможет тебе выйти из большого угла. В некоторых затычных местах, чтобы набрать очки, не нужно проваливаться в большой угол и вовсе, потому что ты проходишь их на большой скорости. При этом всем молниеносные перекладки дают возможность очень быстро менять направление. В общем, когда познаешь дзен, уже не сможешь жить по-другому. Напишите в комментариях, как вам заезды, и заодно можно поставить лайк, но не убегайте далеко, это еще не конец. Теперь давайте прокатимся на Nissan 180 SX, он же Phoenix NX. К сожалению, ливреи я не нашел, но возьмем чью-то другую. В этот раз покрышки полуслик, так как на Сан-Палеца нам понадобится много зацепа и 180 способен отлично крутить их. Итак, все готово, поехали! Мы видим, что R1 набрать не получилось, но я думаю, что дело в рейтинге, он видимо рассчитан на более имбовые тачки. Заезд сам по себе был вполне норм. Впечатление от настройки, правда, неоднозначное, но как-то сложно управлять, и неправильно подобранное значение Акермана провоцирует дополнительное сопротивление передних колес. Это не дает нам эффективно поддерживать высокую скорость во время дрифта. И может вы заметили также, машину немного покачивает со стороны в сторону. Так быть не должно. Сейчас моя очередь, и я очень волнуюсь, что с этого получится, потому что я, честно говоря, понятия не имею, сколько очков может набрать мой 180 на этой трассе. Что же, давайте катнем. Получился очень даже отличный заезд. Для R1 очков набрать тоже не получилось, но результат меня более чем удовлетворяет. Машина отлично набрала скорость, и все маневры отрабатываются хорошо. Ну и что я могу сказать, ребята, как видите, машины на таких настройках не только хорошо справляются в парных, но и набирают огромное количество очков в одиночной игре. В общем, смело ищите настройки в мастерской под названием Teneo и пробуйте. Также можете протестировать настройки от Бакса под названием B333 Power. И не забываем о том, что на впечатление от управления влияют многие параметры, в том числе чувствительность и линейность. Поэтому не стесняемся что-то подкрутить под себя, чтобы было комфортно. И давайте проведем финальный тест, прокатимся на моем GTR в мультиплеере. Ну что, поехали!
Как видите, не так страшен волк, как его рисуют. Результаты сегодняшних заездов показали, что в первую очередь страшны мифы и предубеждения, которые мешают достигать результатов и получать удовольствие в жизни. Выводы делайте сами. Что же касается меня, я рад, что у игроков CarX Drift Racing 2 есть возможность выбирать то, что больше по душе. А это был ваш верный друг и помощник Тенео в эфире CarX Tutorials. До скорого!